Друзья, всем привет! В этом видео расскажу, что случилось за 4,5 года с моим полом в подполье. Покажу, что стало с фундаментом, утеплителем и балками пола. Появилась ли плесень, грибы, все это проверим. Когда я только делал этот пол, в комментариях эксперты писали самые разные советы, полезные и не очень. Говорили, что фундамент так не восстановить, он рассыпется, что пленку на землю стелить нельзя, там вырастут грибы и плесень, и сама пленка рассыпется. Писали, что железную ферму под полом я сделал неправильно. С этим я частично согласен. Варить я не умею и фермы никогда не делал. Но несмотря на это, конструкция держит балки длиной 5,5 метров, сечением 150 на 150. Так вот, прошло 4,5 года. Давайте посмотрим, кто был прав. Начнем с беглого осмотра. Видео снято 10 марта 2025 года. Под полом тесновато. Высота от грунта до утеплителя всего около 50 сантиметров. Ревизию провожу дважды в год. Влажность бывает в основном летом, но при достаточном количестве продухов это не проблема. Воздух все выветривает. Но раз есть влага, то есть и последствия. Немного ржавеет сетка от мышей и металлическая ферма. Это происходит именно летом, когда теплый воздух попадает в холодный подпол и на металле с бетоном образуется конденсат. Я думал напылить распыляемый утеплитель, но пока ни времени, ни желания нет. Думаю, эти последствия не критичны. Теперь фундамент. Когда старый пол сгнил, фундамент в этом месте рассыпался от избыточной влаги. Я восстановил его обычным цементным раствором без грунтовки, просто смочив старый фундамент водой. Спустя 4,5 года все на месте. Штукатурка даже не забухтела и осталась как была. Что касается фермы, она стала отличной заменой кирпичным опорам и столбикам. Ее плюс в том, что она движется вместе с фундаментом. Раньше, когда были столбики, зимой их выдавливал морозным пучением, и пол становился кривым. Конечно, это зависит от грунта и грунтовых вод. Но в моем случае рама решила эту проблему. Теперь посмотрим на утеплитель и дерево. Летом я заметил, что геотекстиль был влажным из-за конденсата на металлической сетке. Оно у меня вместо обрешетки и для защиты от мышей. Сам утеплитель остался сухим. Сейчас март, и снова все сухо. Есть ржавчина на сетке, но утеплитель и дерево остались в отличном состоянии, без намеков на плесень и гниль. Про пленку. Я использовал пленку 100 микрон, а чтобы ее не повредить во время монтажа лак-пола, застелил сверху рубероидом. Рубероид рассыпался в местах, где я часто проводил ревизию, но там, где его не трогали, он целый. Если кто-то будет повторять за мной, лучше сразу взять пленку для пруда толщиной 400 микрон. Говорили, что пленка рассыпется, но физики из Ютуба ошиблись. Для разрушения пленки нужен ультрафиолет, а в подполье его нет. Пленка сохранила прочность и эластичность. Под пленкой никаких грибов и плесени. Для появления плесени нужен застой воздуха и влага. Но под пленкой почти нет воздуха, так что и застаиваться нечему. Воду от грунта отсекла, а продухи в подполье выветривают излишнюю влажность. Итак, спустя 4,5 года конструкция работает отлично. Фундамент цел, утеплитель сухой, дерево не гниет, пленка в порядке. Получилось лучше, чем ожидалось. Так что не всегда стоит верить страшилкам в комментариях. Спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайк, впереди еще много интересного. А свои вопросы и мнения оставляйте в комментариях. С удовольствием отвечу.